Вот такое вымя у Милки. Хотела его показать, она убежала быстро. Ну, такое у нее достаточно оно объемное. Во. Пойдем, Милуша. Вот такое. Пошла на дойку. Вот наша Мартуся, Толстуся, Бусюся, Розетта, коза, козел. Все тут. Время 9 часов вечера. Пришлось идти в поле, гнать коровок на вечернюю дойку. Пасутся, сейчас прохладно и даже не торопятся. Еще часть коров и телок остались в поле. Надеюсь, сейчас догонят нас. Такая прекрасная погода. Красота. Что такое? Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Дарья, и вы на канале Молодая ферма. Я поехала в соседнюю деревню на мотоблоке. Нет, не на дискотеку, а на лесопилку. Это наша дорога до Пилорамы. Сначала мы едем по асфальту до следующей деревни, а потом съезжаем на проселочную дорогу. Вы видите вдоль дороги большие заросли борщевика. Честно говоря, сердце кровью обливается, так как все семена будут разлетаться по полям. Хоть это территория и в собственности, но, как видите, с борщевиком никто не борется. Мы как-то звонили в местную администрацию, но меры никто не принял. Жалко, что люди, оформив землю, совсем ей не занимаются. Я даже увидела в зарослях борщевика пасущихся 2 деревенских коров. Даже как-то жалко их стало. Пришло время уборки в курятниках, а опилок-то и нет. Ребята с лесопилки обещали мне набрать бигбэг, но у них не получилось. Позвонили, сказали, что в глубокой запарке, заказов много, приезжайте, берите мешки и набирайте, чем я сейчас и займусь. Решила в этот раз загрузить мотоблок. Честно говоря, сюда помещается большее количество мешков. Во-вторых, не надо потом чистить салон машины от опилок. Скажу вам, так себе это занятие. Кто будет спрашивать про микроавтобус? Сейчас нет возможности привезти опилки, так как папа уехал на нем в Карелию. Справляемся с мамой своими силами. У мамы сейчас процесс сыроварения. Как вы знаете, он требует постоянного присутствия и контроля. Поэтому я поехала одна. Конечно, удобно, когда кто-то держит мешок, а я набираю. Но в принципе, когда не так много мешочков, можно справиться одной. Но когда мы ездим на микроавтобусе, стараемся ездить всей семьей. Надо учесть тот момент, что опилки мы привозим исключительно для птицы. Бывает, что подсыпаем поросятам, а вот коровам, козам мы не используем опилки в качестве подстилки. Кто знает, у коров постелены специализированные животноводческие маты, которые не требуют дополнительной подсыпки. Бывает, в зимний период мы подсыпаем немного опилок. Для примера, одного мешка для КРС нам хватает дней на 7-10. У коз подстилка из сена. На зимний период для коз мы хотим попробовать подстилку с бактериями, поэтому стружку и опилки возим исключительно для наших пернатых. В прицеп у меня поместилось 12 мешков. Не так уж и много, но этого мне хватит на уборку всех курятников и еще немножко останется в запасе. У нас были дожди, поэтому стружка, которая хранится на улице, вся намокла. Приходится набирать свежие опилки. Они сухие, под дождь не попадали, но их тут совсем мало, как раз на 12 мешков. Хочу сделать до-после. Вот тут такой слой.
сена, помета птичьего. Здесь у нас гусыня сидит на старых яйцах почему-то. Но сейчас мы уберемся здесь. Это наш гусиный домик. Его уборку я не показывала вам ни разу. Убираемся мы там редко. Последний раз в нем убирался папа. Это было в том году летом. Тогда я еще не вела свой канал. Поэтому сейчас я приступаю к уборке и буду убираться вместе с вами. Этот закончик изначально у нас был как временный домик, но, как полагается, все временное постепенно становится постоянным. Не самый удачный домик, но его сделали одним днем, чтобы обезопасить тогда еще маленьких гусят и утят от хорька, который пришел ночью и подушил большую часть птицы. Поэтому папа экстренно соорудил такое убежище. Как говорится, мы его слепили из того, что было. В землю закопали проволоку, чтобы невозможно было подкопать. На тот момент нас это выручило, и по сей день этим домиком мы пользуемся. Хочу вам показать, что у меня получилось. Целый ковш. Сейчас я сюда насыплю чистого сена, и гусям уже здесь будет очень комфортно ночевать. Наконец-таки, посмотрите. Как чистенько. Тут же и курочки. Теперь моя душа будет спокойна. Поехали вывозить. Закончив уборку у гусей, пришла к нашим павлинам. Павлуша активно линял и сбросил практически весь свой хвост, поэтому я решила привести их в выгул в порядок. Поделюсь с вами новостью. Решила докупить еще парочку взрослых павлинов. Завтра как раз мне их привезут. Постараюсь в следующем видеоролике их показать. Уже не будем останавливаться на половине. Раз уборка, так уборка у всех. Птица активно линяла, по всему участку разбросаны перья, поэтому уже как-то даже неприятно. Кругом павлиньи, гусиные, куриные перья. Надо бы все это почистить. Веерные грабли мне в помощь. Кому интересно, хозяйственный двор у нас занимает 10 соток. Здесь у нас располагается основной курятник, 2 маленьких дополнительных курятника, свинарник, теплица и коровник, а также примыкает к заднему хоздвору наш ангар для хранения сена. Птица в основном у нас на свободном выгуле, только выгул у павлинов закрыт сеткой и сверху тоже, поэтому перья у нас везде и всюду. Мне нравится, когда животные содержатся в чистоте, когда у меня порядок на хозяйственном дворе, поэтому я решила этот день посвятить уборке территорий. Мы не так часто этим занимаемся, я бы даже сказала, что редко, но тут уже эти перья стали так бросаться в глаза. Последний раз я подчищала территорию ранней весной, а так, чтобы капитально, это было в августе прошлого года. Двор преображается на глазах, становится заметно чище. Сейчас вы видите наш бассейн для гусей. В этом году мы его практически не набирали. Так как стояла жара, тёлки у нас жили на хоздворе, и пару раз мы замечали, что они пили воду из бассейна. А мама очень переживает, что вода грязная, может быть инфекция, поэтому мы слили всю воду, и бассейн стоит сухой. Мне жалко гусей, потому что они очень любят плавать, ныряют, моются, но гуси тоже хитрые. То есть, когда ты поменяешь воду в бассейне, они в нем активно плавают. На второй день они плавают с меньшим энтузиазмом, а вот в последующие дни они не будут плавать до тех пор, пока ты не поменяешь воду в нем. Это тоже нам добавляло хлопот, потому что воду приходилось менять через день. Хоть это и недолго, но полчаса времени это отнимало. 3 поросенка сбежали от мамы. Им жутко интересно, чем я тут занимаюсь, проверяльщики. Побегав немного, ничего интересного для себя не нашли и обратно убежали к маме.
Уборка на хозяйственном дворе подходит к концу. Все, что я собираю на территории, я засыпаю в тачку, а затем в ковш трактора. Но приходится каждый раз поднимать ковш, иначе куры, залезая в ковш, все выбрасывают обратно на землю. Поэтому спасаюсь только так. Загрузила в ковш, подняла ковш. Всего получилось 3 ковша с мусором. Все вывезла на наш распаханный участок за территорию. Туда же мы складируем навоз. По осени разложим на поле. Когда я монтировала видео, все так кажется легко и просто, но на самом деле я реально попотела, убирая территорию. Мои верные помощники поехали к новому объекту уборки. Следующие на очереди наши летние куриные домики. Решила привести в порядок сами домики и территорию вокруг них. Все домики разделены по породам. Мы продаем яйца на инкубацию и цыплят в течение года. Поэтому мы не смешиваем породы. Кому интересно, цены на инкубационное яйцо у нас начинаются от 100 рублей и до 250 рублей за яйцо. Кому-то это может показаться дорого, но при формировании своего родительского стада мы покупали яйцо в питомниках, цены были на порядок выше. Раньше спрос на инкубационное яйцо было сезонным, конец зимы, весна и начало лета. Сейчас спрос на инкубационное яйцо круглогодично. Курочка породы Виандот серебро села у нас на яйца и высидела первого цыпленка. Такой же горбоносенький, как и мама. Это все ее яйца. То есть мы никакие другие не подкладывали. Хотела вам показать, как обустроены наши летние домики. Ну ладно тебе, не ругайся. Это летняя резиденция Виандота. Ну вот у них тут жердочка, гнездо. В общем-то и все. Чистые пилочки, убралась, красота. Оглянувшись, я пригляделась к плитке вокруг дома и ужаснулась. Так как утки у нас живут на переднем дворе, они приноровились ночевать на плитке. Соответственно, всю плитку они уделали. Поэтому пока я тут с тачкой, решила привести в порядок плитку. У нас тут снова лупятся цыплята, а точнее цесарята, павлинята и индюшата. В прошлый раз я не так много яичек заложила, поэтому не так много вылупляется. Вот индюшонок наклюнулся, цесаренок тут хорошенький. Сейчас буду пересаживать их в брудер, уже подсохли и готовы кушать. Брудеру им стало тесно, поэтому я их перенесла в основной курятник. Ну вот, в брудер уже заехали новые постояльцы. Это индюшата и цесарята. Восемь часов вечера. Я иду в поля за своими коровками.
потому что они вообще не торопятся на дойку. Сейчас такая прекрасная погода, прохладно, нет насекомых, они и днем, и ночью у нас пасутся. В коровник приходят только на дойку. Всю пайзу съели. Посмотрите, какая низкая. Мама заказала нитку для электропастуха. Вот на днях ждем, когда придет, и будем дальше растягивать электропастух. А то столбики у нас есть, а нитки уже не хватает на такую площадь. Я сюда давно не ходила в поле. Ну как давно? Пару дней. Из-за того, что они паслись круглые сутки, вообще пайза сравнялась вот с этой травой. Вот это да, вот это обжорки. Девочки! О, Буся меня услышала. Пошлите доиться. Не торопятся. На этом я буду с вами прощаться. Пишите комментарии. С удовольствием их читаю. По возможности отвечаю. Не всегда получается на все отвечать, но читаю все комментарии обязательно. Огромное спасибо, что помогаете каналу развиваться. Это не может не радовать. Благодарю всех, кто досмотрел этот ролик до конца. Если он вам понравился, не забудьте поставить лайк. До новых встреч. Пока-пока.